вот с ним я и бежала. Так, и что вы туда поместили? Это распаковка. Я туда поместила документы, которые были у меня сложены в несколько пакетов. У меня было пол-литра воды. А вот еще что, я даже забыла. Бирки детей. О том, что Ваня родился у меня. И вот Настя. Мне почему-то они были дороги. Свидетельство о рождении детей. Плюс я забрала иконы, которые оставались еще до моей посадки. С собой они у меня тоже были. Я, кстати, очень стала сильно верить в Бога в колонии. Именно в колонии ко мне это пришло почему-то, не знаю почему. Мне было очень жалко оставлять косметику, которую я только что купила, поэтому я взяла с собой косметику и сменное белье. Все. Больше у меня тут ничего не было. К сожалению, не поместилось. Вначале, не поняла. Вначале не поняла, кто это, потому что, а потом, когда я чуть-чуть, мама подошла ближе, тогда я вот сразу поняла. Я вообще этого не ожидала. А мы такие через дорогу. Ваня такой, и я тоже. Я первая начала. А может, вдруг там мама? А бабуля говорит, нет. А потом Ваня такой, а может, папа? А бабуля, нет. Она хотела как бы сделать сюрприз. Да, бабуль? Бабуля могла сама не помнить. Не, я сама не знала. Все нормально. Мы сейчас с ней обнимаемся, тискаемся, целуемся. У нас еще такая ситуация была, когда мы уже узнали, что Тоню освободили, как раз это был Святой Николай, там где-то недалеко. И Тонин поплечник такой, друг ее, он говорит, какое у вас самое заветное желание? Они так, чтобы мама пришла. Так пойдемте сейчас на елку это желание, и обязательно сбудется. И вот они пошли на елку и написали, что Святой Николай... Что вы написали? Мы сказали маму и папу. Дед Мороз, верни нам маму! А что вы там написали? Покажи, Настя. Вы там что-то написали, да? Вы попросили Деда Мороза маму вернуть, да? Там внутри, да, я посмотрю? Ага. На данный момент я могу сказать, что я прекрасно себя чувствую. Я готова идти в бой дальше. То есть у меня прекрасное расположение духа. Я рядом со своими близкими, я рядом со своими детьми. Я иду дальше и не останавливаюсь. И каждый день призываю белорусов тоже не останавливаться и идти дальше. Я, наверное, первую неделю, будучи в Вильнюсе, даже первые 2 дня, я могу, наверное, сказать, уже когда меня забрали с заставы пограничной, я впитывала просто материал как губка. Мне казалось, что я не успею все познать, и что я настолько деградировала, что мне надо быстро все узнать, что происходило, как происходило, где правда, где неправда, кто что говорит, какие мнения. То есть вот я в себя вот впитывала, и я продолжаю это делать. То есть я все равно продолжаю впитывать и где-то разбираться. Но мне это интересно. Это как новая жизнь? Да. В принципе, да. Такое ощущение, что у тебя был какой-то перерыв, вот он, затишье какое-то, а потом ты выходишь, и у тебя вау, что-то новое, интересное опять открывается перед тобой. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это, наверное, вот эти вот разделения, которые произошли, потому что, когда ты сидишь в колонии, к сожалению,
тебе немного об этом говорят, что где-то кто-то ругается, где-то что-то говорит, и кто-то против кого-то дружит. Ты думаешь, что все так же хорошо, что мы точно так же сплоченный народ и друг друга поддерживаем. Да, конечно, колоссальная солидарность белорусов. Я сама на себе ее испытала. Я испытала в Минске, будучи, когда вышла. Я испытала здесь. И на протяжении всего времени я знаю, что мою семью, моих детей поддерживали. Я безумно всем благодарна. Всем. Вот это начиная от офиса Светланы Тихановской, заканчивая обычными людьми, которые помогали. То есть помогали все. А для меня было очень важно, чтобы мои дети не остались одни с родителями. Мне не важно было, что помогут мне или не помогут. Мне никто ничего не обещал, когда я шла. Мне никто не обещал, что я буду получать какую-то зарплату, когда я шла в предвыборную кампанию. Мне никто не обещал после выхода, что не знаю, меня с ног до головы деньгами осыпят. Нет, такого не было. Я чат GPT до сих пор познаю. Я еще в нем не разобралась вообще. Точно так же, как и с ИИ. Я еще с ним работать не умею, я еще учусь. Мне даже где-то подсказывают дети, как пользоваться, как делать что. А такого, чтобы нет. Вот, не было такого, что вот я удивилась, нет. Я плакала и переживала эмоции, потому что как это будет, как встретят, забыли, не забыли. Но ты же все равно через это проходишь. Они для тебя мало того, что останавливается там время, так и для тебя и останавливается возраст твоих детей. Я села, когда Насте было 4, Ване 6. Я вышла, у них уже в Насте 8, Ване 10. Ну, это совершенно разные дети, тем более им к сожалению, пришлось повзрослеть намного раньше. И уже будучи, когда съемка произошла, Марсель вообще у меня заплакал. Я у него спрашиваю, говорю, малыш, ты чего плачешь? От счастья или от горя? А он мне говорит, мама вернулась. То есть он вот с первых минут буквально сразу начал называть меня мамой. Я вначале подумал, кто это, а потом подумал, это, наверное, мама, а потом забег и обмялся. И почему ты ты говорили, что ты заплакала? Почему? Потому что от радости. И мы один раз пошли, когда были типа на площадке, мы пошли на мороженое. Мама мне сообщила об этом еще в колонии. То есть я знала, что она взяла под опеку детей. Она мне написала, что я не смогла пройти мимо. И я понимаю, что я бы сделала то же самое, я полностью ее поддержала. Когда они ко мне приехали втроем, у Тимура не получилось, Тимур учился, мне не хватало рук. Вот мне казалось, что вот я сейчас не достану до одного, и он на меня обидится за то, что я его не обняла крепче. То есть, ну, вот это, конечно, да, чувствуется, что рук не хватает. Когда у тебя 2 ребенка, да, ты там обнял 2 с одной и со второй стороны, а 3 уже надо как-то или в середину, или сбоку. То есть вот такие были ощущения. А есть возможность, то, что ты родишь еще какого-то ребенка? Мне не очень хочется. Что? Братика или сестричку еще одну. Ладно. Мне кажется, у нас и так много. У тебя вон сестричка есть, братики есть. Ты сестричка. У тебя братики есть. Сестры нет. Даже чудесной нет. Они повзрослели, да. Мне Настя вообще рассуждает сейчас на тему политики. И она мне сказала, я буду президентом Польши. Вот, ну, как бы, хотя нету такого, чтобы детям что-то в политическом плане рассказывали или показывали, или они там сами смотрели, но они как-то это узнают. Не знаю как. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Президентом, детективом и хирургом. И ты сразу всеми? Да. А вот как президент? Ты бы президентом какой страны бы хотела? Больше. Польша. А почему Польша? Потому что я больше всего знаю этот язык. Со всех, которые я знаю. Лучше русского? Думаешь? Да. О. И если бы ты была президентом Польши, то что бы ты сделала? Чтобы не было войн, а если бы, например, кто-то начал мировую войну, тогда бы я бы просто не сражалась, и все. Тебя бы захватили в плен? А что, мне убивать людей других? Ну, не знаю. А страну защищать? Ну, тогда пусть они соберутся.
я сделаю такой бункер, который не пробиваем, и все. Такой, Вокруг города? такой большой-большой для всего города, и все. Ваня, он вообще повзрослел, я могу сказать, потому что Ваня, наверное, эта ситуация всю вот застала, прям он ее помнит от начала и до конца. Он помнит вооруженных бандитов, которые приезжали к нам домой в масках, они помнят, как они поливали их водой из шланга. Где-то моментами они помнят, как они переходили границу с бабушкой. А у тебя есть какой-то заветный сейчас подарок, мечта? Чего бы ты хотел? Чтобы вся семья собралась. Что вы еще расскажи, может, подробнее, как вы любите с мамой проводить время? Ездить на велосипеде, на тренировки, ходить на площадку, играться с мамой, обниматься. Спать, Тоже. Смотреть фильмы. смотреть кино. Они мне помогают больше, наверное, чем я им в каких-то вопросах бытовых, где-то еще как-то. Вот я помню первый день в школу, когда я их повела, когда приехала, я не знала ни дороги, ничего и не запомнила. И они меня просто вели по дороге и говорили: мама, нам сюда, мама, нам туда. А потом ты, Марселя, поведешь в садик, а вам по этой дороге. А мне Марсель говорит: а я тебе покажу. То есть они меня вот так вот сами водили. Польский вначале мы учимся читать с мамой и слова учить. Слова самое главное. И тогда мама уже читает, у нее есть такая книжка, там, где простенькие слова. Ну, мама тоже читает детские книжки, и такие сложные тоже. А что самое тяжелое, когда учишь язык? Вот ты можешь поделиться своим опытом. Вот когда ты учила польский, что было самое тяжелое? Самое тяжелое было выговаривать. У бабули тоже такой проблем. А, например, ом, эм, уэ, уэ. И все. Эти 3 буквы. Эти были... Слишком тяжело было выговорить эти буквы. У меня мама настолько колоссально в дальнейшем начала их воспитывать и поддерживать то воспитание, которое я им прививала. У меня дети выросли честными, у меня дети не врут, всегда говорят правду. Они послушные в меру. Где-то, конечно, как любой ребенок, они могут и покапризничать. И, допустим, я вижу, что Ване на данный момент очень не хватало мамы, и, конечно, он всячески, когда только вот меня видит, ему хочется прижаться, ему хочется обняться, и он подходит ко мне, там, мама, обнимашки. Настя немножко не так, нет, она вот такая же боевая, как и я. То есть и вот в бой надо. Вот. А Ваня, конечно, да. Поэтому нет, я бы ничего не хотела. Я горжусь, что у меня растут такие дети. Они намного свободнее, чем я. И в дальнейшем они будут тоже свободны. То есть это уже то поколение, которое придет в Беларусь и будет именно бороться за свободу слова в дальнейшем. Для меня как будто не было этих 5 лет. Как будто вот она как была в 2020 году где-то там на пикетах, на каких-то акциях. Когда мы могли, мы к ней подъезжали. Потом она уехала на какой-то... далеко уехала и вернулась. Но нет ощущения, что прошло 5 лет. Вот у меня нет. Кто же человек? Да, Наташа моя дочь. Не плачь. А моя мама. А моя мама. Я всегда говорила о том, что если ты на свободе оставался человеком, значит, в колонии ты и останешься человеком. Колония не меняет людей. Она, может быть, нам что-то новое такое вот раскрывает, не знаю, какой-то потенциал стойкости, наверное, твои силы. То есть твоя сила раскрывается больше. Стойкость за себя, за других. Поэтому я не могу сказать, что колония меняет. И я считаю, что я и не поменялась. Наверное, лишнее подтверждение, не знаю. Мы не договаривались. Да.
вам легче в быту сейчас вместе с Антониной? Конечно. Конечно, мне легче. Мне, во-первых, морально легче. Намного. Ну, она так включилась в нашу семейную жизнь, потому что мы что-то удвоились, можно сказать так. Она включилась в жизнь, в помощь. Дети сразу, это же тысячи вопросов, на которых надо всегда быть готовым ответить. Уроки. Вся жизнь борьба. Как вы, Вся жизнь нужна. Да? как вы делите семейные обязательства? Спонтанно. Спонтанно Мама, я это сегодня не могу, а я завтра не могу. Мама, а что ты спонтанно? Спонтанно. Это раз и принял решение. Лучше вместе, может, с Тоней, может, уже, в принципе, после стольких лет планировать будущее и мечтать о чем-то. Строить Нет. планы вообще. Нет, не получается. Ну, во всяком случае, у меня не получается. Я не думаю о будущем, потому что еще очень много у нас тянется с прошлого. У нас вот папа детей сидит в тюрьме. Я не видела своего мужа. Вот уже без 2 месяцев, 5 лет. Он тоже не с нами. У нас собака не приехала. Это тоже член семьи, он тоже не с нами. И Папа. я не знаю, как можно планировать, когда очень много «но». Мы живем вот как живем. Я то же самое, когда у меня спрашивали, когда освободится ваша дочь, у меня стоял такой барьер, и я не могла посчитать. Вот все знали, что вот там через столько-то, а у меня я не знаю. Меня спрашивали, когда передача вашей дочери, и опять же, я не знаю, у меня такое чувство, что я передачи эти собирала круглый год. И здесь тоже мы живем. Дети учатся хорошо. Тоня пойдет учиться вроде бы как на Калиновского. Это тоже очень хорошо. Тимур у нас Хорошо. хорошо стал учиться. То есть он молодец. Он хорошо по-английски разговаривает, ну, то есть радует нас тоже. Марсель вот пойдет в школу. Ну, вот этими живем. Хотелось бы, конечно, дом свой, как вот мы, который у нас под арестом сейчас находится. Ну, Я от этого дома никуда не уйду. ну, есть как есть. Что силы придают? Что вам придает силы жить так, как мы живем? Много чего. Любовь, семья. Много чего. Например, Много у нас всего есть. много сил. Да, я тоже к Насте присоединяюсь. Семья, конечно, это важно. Очень важно. Любовь. Любовь тоже важна. А вот именно, если не было любви, значит не было семьи. Ну да, А. так, логично. Потому что если бы мама, бабуля не женилась на деде, тогда бы не было мамы. А если не было мамы, тогда бы не было меня с Ваней и с Марселем. А папа? А если не было папы, тогда бы и не было И нас. мамы. Ну да. Вообще цепочка вся раскрутится сейчас. Все сложилось. Все правильно. С мужем я еще развелась, будучи в колонии. Поэтому мы не в официальном браке, но это не говорит о том, что Сергей не является отцом детей. То есть он мне все равно остается близким человеком, и я ему до сих пор пытаюсь ей как-то помочь, и я всегда стараюсь где-то узнать, как у него дела. Нам не разрешено было переписываться в колонии, была запрещена, и я писала несколько раз, и он писал несколько раз, не разрешали. Дети знают, что у них есть папа, дети его любят, и я никогда в жизни не скажу, что папа у них какой-то там плохой. Папа у них очень хороший, замечательный, он как отец прекрасный был, он воспитывал их вот прям, не знаю, я могу сказать, что идеально. Благодаря там каким-то вот моментам, я не знаю, вот сейчас дети ходят в шахматы, это благодаря моему папе и благодаря и Сергею тоже, их отцу. То есть они заложили изначально вот эту вот любовь к шахматам, что они могут где-то логически что-то делать. Поэтому
Конечно, тяжело без мужской руки. Конечно, не хватает. Ване как мальчику не хватает. Мы с ним ходим на площадку, там, допустим, папа играет в футбол с сыном, ему тоже хочется. Мне просто, наверное, как матери на это наблюдать со стороны очень. Что ему не с кем поделиться какими-то уже мужскими секретами. Может, где-то он что-то мне не может рассказать. Ну, то есть так. Ты, конечно, это все видишь, ты наблюдаешь и стараешься все равно как-то мужские качества в нем воспитывать, потому что, ну, я не хочу, чтобы он был под моей юбкой, как бы я хочу, чтобы он вырос мужчиной. Но мужской руки, да, не хватает. И они очень его ждут. Вот прям очень. Писем нету. Письма, если хорошо, раз в 3 месяца какое-то одно придет, и все, и больше ничего. Сейчас мы не можем еще отправить никаких передач, потому что я когда вышла, у Сергея в декабре месяце умер папа, я была на кремировании. Вот, и об этом в письме я ему сообщала. Я ему успела написать 3 письма в колонию. И был у меня 1 ответ от него. Все. Больше не было никаких писем вот за этот промежуток времени, пока я была. Это я сделала для папы тут еще одну работу. А картина? Что это? Папа футболист? Не футболист. Что там? Вот это кармашек сделала. Это я тебя люблю, папа. Тут я тебя люблю, папа. Покажи, пожалуйста, очень интересно, мне тоже было. Для папы, потом желаю тебе здоровья, счастья, улыбок и радости. Я тебя люблю и крепко-прикрепко обнимаю. Когда в Беларуси жили, у меня не было такого, что я с детьми села вот дома и просто сижу. Я старалась всегда их куда-то выводить. То есть что-то новое появилось, я их веду. Что-то новое опять появилось, я что-то веду. У меня Ваня с 3 лет занимается футболом, я его отдала в секцию. Видимо, поэтому ему в дальнейшем и нравится. И Настю я точно так же брала с собой. То есть вот у меня Ваня 3 года, Насте год, и мы садились в маршрутку, ехали на все кружки. Поэтому, да, безумно скучала. Но это же классно, это же так классно отвезти ребенка куда-то в секцию. Это классно отвезти ребенка в садик, в школу, провести с ним время. Ну, я не знаю, как передать эти ощущения. Это, наверное, надо стать мамой, чтобы это передать. Много. Так, значит, что я сделала? Я встретилась со многими людьми. Я уже побыла на конференции с девочками, бывшими политзаключенными, которые прошли через весь ад колонии. Мы создали объединение Freedom Women. Мы решили, что у нас есть силы помогать тем девочкам, которые выходят. Пока это объединение только начинает действовать, и мы хотим многого добиться, мы хотим организовать какие-то поездки для девочек в разные страны, чтобы они могли реабилитироваться и хотя бы на неделю, не знаю, полежать на море или посмотреть другую страну и забыть просто все ужасы, которые с ними были. Также психологическая, юридическая помощь. И у нас еще в перспективах сделать небольшой такой кабинет, чтобы каждая женщина после выхода почувствовала себя красавицей, потому что выходишь ты, конечно, в ужасном состоянии, и от женского, к сожалению, ничего не остается. То есть элементарные какие-то вещи, привести волосы в порядок, ногти и так далее. Я стараюсь везде участвовать, потому что я не могу сидеть на месте, вот честно, вот не могу. Мне иногда не хватает просто времени в сутках, и мне кажется, что вот продлите мне еще, чтобы я успела что-то еще сделать. При этом я успеваю побыть с детьми. Я записалась на бокс, я пошла на бокс.
Потому что так подумала, и мало ли что, вдруг, то своих детей я смогу защитить. Не знаю, почему-то мне вот так вот показалось. Ну, к сожалению, я после выхода была в таких условиях, что я, наверное, понимаю, чего я могу ждать от тех людей, которые находятся там. Это я сейчас говорю про структуры Республики Беларусь различные. И не единожды они уже доказывали, на что они способны. Поэтому, если что, отбить своих детей я уже могу. У меня был, наверное, вот этот период. Я немножко была вот первый, наверное, день после того, как меня с заставы перевезли уже в дом, я была в коматозе. Но я по-другому не могу это назвать, потому что вот ты смотришь на человека, и ты его не замечаешь. И меня все спрашивали, как ты? Я говорю, дайте мне 2 дня, говорю, я сейчас отойду, вот приду в себя, и все, говорю, я вот готова буду отвечать на все вопросы. Несмотря на то, что я находилась там, где было 100 человек в отряде, там, где огромный поток людей, тебе не спрятаться, мне все равно хотелось выходить. Вот спустя эти 2 дня я уже стала выходить и общаться с людьми. То есть мне было интересно. Я не могу сказать, что я как-то сразу стала плохо спать. Плохо спала я, наверное, в Минске, вот да. Потому что ты каждый вечер, ты сидишь и ждешь. Я ж вышла перед выборами, у меня был собран тревожный чемоданчик. Я думала, что меня заберут на сутки. Но нет, меня никто не забирал. Среди друзей мне просто звонили, я не знаю, очень много людей. Очень много людей мне звонили, меня поддерживали. Меня поддерживала Светлана очень сильно. С ней встретились, наверное, через неделю после того, как я приехала, и поговорили. Душевный разговор был. Поэтому мне даже, я так могу сказать, мне до сих пор не понадобилась помощь психолога. Я не общалась с психологом. Вот именно благодаря вот этой поддержке, которая у меня была, в дальнейшем я приехала сюда благодаря поддержке моих детей, благодаря поддержке моей мамы, благодаря поддержке тех людей, которые были со мной в 2020 году, они остались. Девочки, которые со мной прошли все муки, они тоже остались со мной. Они тоже меня поддерживали уже после выхода. Я поддерживала их. То есть это была какая-то отдача, она такая взаимная. Поэтому мы идем дальше. Если бы мне дали там спокойно жить, вполне возможно, чтобы я осталась там и перевезла в дальнейшем своих детей назад. Так как наши органы не дали мне жизни спокойной, даже после выхода, и уже на 4-е сутки я была приглашена к сотрудникам ГУБОПа, поэтому выбора, к сожалению, они мне никакого не оставили. Ну и плюс... Если ты находишься в экстремистском и террористическом списке Республики Беларусь, жизни для тебя, как гражданина твоей страны, нет. Тебя не существует просто. Там тебя нет. Потому что ты не можешь сделать ничего. А Беларусь сама по себе... Мне не хватало очень сильно воздуха. Вот сейчас, если уже глубже как бы вот в это состояние уходить, я понимаю, что мне вот на сегодняшний день мне не хватало там воздуха, мне не хватало деревьев. Я понимаю, что все застроено домами, что вот эта вот вырубка леса не существует. Вот флажки и дома. Все. Больше ничего. Мне колония не снится. Снилась, наверное, первую неделю, будучи в Минске. Но воспоминания – это такая вещь, которая... Вот сейчас уже, спустя время, я помню какие-то хорошие моменты. Какие-то плохие моменты, я их пытаюсь забывать. Ну, это так работает наш мозг, это нормально. Но я все равно эти плохие моменты сама стараюсь доставать, чтобы рассказать эту правду, чтобы она была не забыта. Я хочу рассказать ее своим детям. Я хочу, чтобы мои дети в дальнейшем рассказали внукам. Потому что это уже наша история. Это уже было, это случилось. Поэтому я могу сказать нет. Я не просыпаюсь в холодном поту от того, что вот я опять в колонии. У меня в колонии было наоборот, что
ты утром просыпаешься и думаешь, божечки мои, когда эти 6 утра уже закончатся, когда я смогу проснуться в 9? То есть вот ты об этом думаешь. Потому что вот этот день сурка, это ты же в 6 утра не встаешь, как с постели там дома, тихо, одну ножку спустил, вторую спустил, полежал еще. Нет, ты подрываешься и летишь, потому что 100 человек, всем надо помыться, всем надо сходить в туалет, всем надо сделать кофе, еще это сделать все за 20 минут, и еще построиться, одеться. То есть поэтому у тебя вот вечно вот просто вот так. Я очень люблю одну историю. Ты в колонии находишься вот постоянно вот как опустошенный сосуд, и тебе надо наполняться все-таки, потому что ты живой человек, у тебя живые эмоции, тебе хочется что-то положительного. И бывали моменты, когда этих положительных новостей вообще не было. И вот ты ходишь, и вроде никакой, а к тебе еще люди идут, ну, допустим, я как по себе, с какими-то своими вопросами, с какими-то своими проблемами, и тебе надо их выслушать. И у меня была такая ситуация, вот когда я была уже вообще опустошена, вот просто, и наполниться нигде не могу, нету этих новостей хороших. И мне приходит от мамы письмо, где она мне пишет, что женщина, которая меня очень хорошо поддерживала, написала о том, что ей приснилась ты, и ты стоишь, так на нее смотришь грустными глазами, а она тебе шоколадку передает во сне. И я вот прочитала, и все, и мне вот этого было уже достаточно, чтобы я могла встать и идти дальше, вот в этом месте. Поэтому вот такие маленькие моменты, они очень важны. Первое время, когда еще, наверное, только я заехала, они еще маленькие были, и в колонию приходили фотографии, ну, там, где они что-то уроки делают, еще что-то. У Вани борода, допустим, была поцарапанная, там, у Насти нос поцарапанный, а я-то понимаю, что они у меня очень гиперактивные, это вот все носом вот так вот летит, как вот сегодня. От папы я получала, да, но были моменты, когда не всегда. От мамы я получала только таким способом, то есть мама отправляла папе письмо, папа его переписывал и переотправлял мне, тогда я получала, да. Если напрямую, то из Польши ни одного письма я не получила. Никогда не были в Польше, никогда не были в Украине, нет, не доходило. А посторонних людей были тоже к ним? Были, да. Очень огромная была поддержка 2020-2021 год. Письма закончились в январе 2022 года в колонии уже. У меня помилование было не такое, как у всех, я о нем не говорю, и я думаю, что придет какой-то определенный момент, и я обязательно о нем расскажу. Но вообще выйти по помилованию я не должна была. Я на протяжении всего своего срока девочкам всегда говорила, что я выйду только по концу срока. Я была в этом уверена полностью. Вот, и повторюсь, что я не должна была выйти. Было не то, что неожиданно. Мне сообщили об этом 9 декабря вечером. На фабрике я уже знала, что я могу выйти. Ну как, не то, что сообщили, у меня начали просить сдать работу. Это своего рода документ, в который ты пишешь проделанную свою работу, то количество единиц, чего ты сделал, какого материала. И я уже поняла, что, скорее всего, что-то будет. И уже 10-го к нам пришли в отряд и сказали о том, чтобы мы просто собрали вещи, не говоря куда, не говоря как. Но так как это уже был не первый выход, поэтому мы как бы знали, что будет происходить. Я подала документы на Калиновского. Вот сейчас у меня будет следующий этап, это собеседование, где будет год изучения английского языка. И потом в дальнейшем, да, я буду учиться дальше и уже подавать документы. Ну, пока, если я не передумаю, то я пойду на международные отношения. Политику бросать нет, я не собираюсь. Я думаю, что я ее не брошу, пока не выйдут все политзаключенные. Я буду стараться ездить по всему миру, чтобы рассказать на своем личном примере, как люди сидят, доносить, как это происходит. И я думаю, что я буду ездить не одна. Я думаю, что мы с девочками
будем об этом говорить, говорить и говорить, чтобы тема политзаключенных не ушла куда-то на задний план, потому что на сегодняшний момент мы видим, в каком состоянии вышел Сергей Тихановский. И я когда недавно сидела в прямом эфире и показали сюжет этот еще раз, хотя я дома сидела, плакала. Я тоже заплакала. Ну, это эмоции, это нормально, и я знаю то, что они чувствуют, потому что сама точно так же выходила неожиданно. И вот ты пытаешься выплеснуть все то, что в тебе есть. И ты не будешь стесняться этих слез. Я до сих пор не стесняюсь своих слез. Я не считаю, что слезы – это слабость. Слезы – это показатель искренности в первую очередь. И вот эта вот встреча его с детьми, конечно, где он плакал, и я эти чувства прекрасно понимаю. Самое большое счастье – это быть свободным человеком и выражать свободно свои мысли и эмоции. Это плюс еще близкие, родные люди с тобой рядом, да. Я больше могу сказать, если бы мне сказали пройти этот путь еще раз, я бы его еще раз прошла. Но, может быть, я не потеряла бы своих детей на 4,5 года. Может быть, тогда надо было немножко быть умнее, а не наивнее. К сожалению, вот колонию мне пришлось пройти, чтобы понять, что наивность надо свою иногда убрать в сторону и снять розовые очки. Ну вот значит, надо было мне пройти этот путь. И девочкам всем я старалась говорить, что никогда не жалеете. Значит, нам надо было здесь повстречаться. Значит, нам надо было здесь увидеться. Значит, надо было это все пройти. Поэтому да, я могу сказать, что я счастливый человек.